Доброго времени суток вам, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Юлия, и сегодня я буду делать не то чтобы реакцию первичную, а второй просмотр у меня будет видеоклипа на песню Димаша Кудайбергена «Омер». В первый раз я слушала, это было в день выхода песни, на день рождения Димаша. Много у меня было вопросов, почему такое подведение итогов в 29 лет, почему такая грусть, какая-то пустота в душе, такое состояние философское, состояние молитвы у Димаша. Но потом пришло вот печальное известие об уходе его дедушки, и мы понимаем, что на тот момент уже были проблемы со здоровьем у дедушки, и все вот эти вопросы жизненные и переживания Димаш уже в своей жизни имел и как-то вот воплотил в творческом ключе через музыку, это постарался передать. И сейчас я буду смотреть, уже понимая все это. И надеюсь, что качество видео будет удовлетворительное, потому что, видите, я снимаю в новом формате, пользуюсь тем, что нету яркого солнца на воздухе, и буду вот из этого окошка вам вещать. Ну что, посмотрим вместе. Поехали. Өмір күндер менен күндер жалғасқан өмір мұң менен шаттық алмасқан сағым болып қалған өмір сүйіктетіп сүюді үйреткен көңіл Қолас еткейден еліктен сарлары көп шалған өмір Сағын қоштарман, самға бошарман Ақ бұлттай арманға махаббат үміт алмайтын Жараланбайтын болса жалғанда кейде жас көктем бол, тым өктем бол, дауылдатсаң дағы өмір. Ризамын мен саған, ғашықпын мен саған, аялаймын Извините, остановлю, я обычно так не делаю, но здесь хочется не забыть свои чувства и мысли. Ой, конечно, это совсем у меня не похоже на эмоции, которые я испытывала в первый раз. И вы знаете, со мной делились некоторые девушки, что они рыдали, плакали, что это очень их вот перевернуло им душу, и как-то им было тревожно за Димаша, вот что у него в душе, интересно было. И у меня тогда не было реакции со слезами. А сейчас, когда я вижу эти кадры и читаю эти слова, и вижу семью Димаша, там дедушка был, и папа Канат вот появился, и знаю, какую боль они, потери испытывают сейчас, и как ему, Димашику, тяжело сейчас будет собраться, чтобы выступать на концерте в Малайзии. И вообще вот это вот все подведение итогов, его становление, вот этот успех в Китае, это настолько меня мурашит, что эту песню воспринимаю по-другому. Продолжу.
өкіндіріп кешірім сұратпа 一马心，他是哪个歌手？一马心。 Gustavo cantante casado, Dimas, Димаш Кудайберген. Dimash. Please welcome Dimash. келер ертең тағы жаңа шақыртпен әттең тоқтам жоқ шіркін уақытта ағылым болған жылдар бақыт көгершіні ұшып келеді оны аялдар жоқ па мекені амалым не қайран ақара алмасқан мағыналар басқан ашылар парақтар сапарлас тос табыстырған қош айтыстырған өмір жаратқан теңселтпекке менді келсең енді қол созғайсың маған өмір ризамын мен саған ғашықпын мен саған аялаймын бағалаймын тағдыр жылатпа арманың жолында әлі қолда өмір құлатпа қателесіп өкіндіріп кешірім сұратпа кешірім сұратпа Бабушку увидела я и вообще расплакалась. Фух. Это потрясающая песня сама по себе. Она очень красивая. Мне очень нравится музыка. Безумно красивая аранжировка. Это такая грусть, это такая печаль и одновременно какая-то надежда и философское отношение к жизни. Эм, так прекрасно это выражено словами. Вот это казахский язык, я уверена, что этот перевод он не отражает, потому что казахский, как я уже поняла за эти годы, он так устроен, он очень философский и мудрый, очень глубокий язык. Русский, безусловно, тоже, но в казахском есть какое-то как бы отсутствие плоского текста, а сразу какая-то объемная, глубинная философская составляющая появляется. И здесь вот эти слова одновременно принятие того, что, к сожалению, невозможна жизнь, только состоящая из радости, успеха и счастливых моментов, что непременно придется столкнуться с горем, которое идет параллельно с какими-то преградами жизненными, но при этом есть вот эта надежда обратиться к Господу, обратиться ко Вселенной, обратиться к жизни, к самой жизни, не испытывая меня, хотя бы часто не испытывая, или хотя бы в какие-то моменты помоги мне, да, как-то легче с этим справиться. То есть вот это философское понятие смирения черного и белого, инь и янь, горячего и холодного, оно очень здесь хорошо просматривается, и также очень хорошо ощущается посыл Димаша о том, что он, несмотря на этот великий успех, кстати, в клипе очень много китайских дерс представлено, и из китайских шоу кадры, это нормально, я это понимаю, он очень любит китайских дерс, и
продюсеров, всех, кто с ним там работал. Они подарили ему старт этот мирового успеха. Я его понимаю. И несмотря на этот успех, красоту и талант, молодость, которая у него есть, он, как любой живой человек, как любой из нас, к сожалению, имеет какие-то жизненные проблемы, проблемы со здоровьем, какие-то духовные взлеты и падения, какие-то моменты, когда он ощущает себя опустошенным, уставшим. И как-то вот он, исповедь такая, как бы перед нами обнажается. Ой, собаки тут у меня. Он перед нами как бы обнажает душу и показывает, что это нормально, что он живой человек. И с одной стороны это грустно и печально, и с другой стороны я все-таки в этой песне слышу светлые моменты. Я слышу светлые моменты смирения и такую спокойную печальную грусть, которая неотъемлема. И я надеюсь, вам было интересно со мной смотреть этот клип. Мне понравился видеоряд, мне понравилась задумка. Вот такой Димаш один. Кадры с самого детства, да, как все это становление происходило личности, кадры из семьи трогательные, конечно же. И как бы эти кадры все успеха, крики, вот Диерс показаны отдельно. И вот он с этим текстом песни, который транслируется прям на нем, то есть он впечатан на нем, он отпечатан на нем. Это такой символический момент. Я считаю, что эти слова, они им написаны, они пропечатаны у него на сердце, у него в душе, и поэтому такой эффект визуальный мы видим на нем. И его безумно здесь глубокие и грустные глаза, моментами они увлажнены. И это дает потрясающее, конечно, ощущение от настоящности, от искренности этой песни. И насколько Димаш изумительный, талантливый артист, и музыкант, и композитор, и насколько он при этом остается искренним человеком, искренним, которого хочется поддержать и пожелать ему как можно более достойно пережить эти потери жизненные. И, конечно же, я желаю, чтобы он справился с собой, чтобы он не потерял контроль над своими эмоциями на концерте в Малайзии. Все. На этом я буду заканчивать, с вами прощаться. И до новых встреч.